Приветствую всех на моем канале. Пришла наконец-то посылочка долгожданная. И с нее стартует сборка аккумулятора для велосипеда. У нас здесь долгожданные холдеры. Должно быть их тут 30 штук. Все правильно, 30 штук. Аккумуляторы, если сейчас слышно, еще тестируется. Капец какой-то. 71 штуку нужно протестировать аккумуляторов. Все зарядки сейчас напрягаются. Тестирую, сразу подписываю. Потом, возможно, что-нибудь буду подбирать, но я так смотрю, у них там различается в 50 мА максимум емкость у ячеек. Это классные Samsung, блин. С сопротивлением 12,7 миллиом. Еще осталось там штук 20 дотестировать. И как раз можно собирать. Довольно-таки качественные холдеры, а? Жесткие, я думал, будет хуже. Если честно. Никогда такие не юзал холдеры. Сейчас все проверим. Ну, не все. Вот этого будет, думаю, достаточно. Ну, мне довольно-таки нравится конструкция. По крайней мере, теперь не будет возможности никакого истирания. И вентиляцию можно будет организовать. Сейчас плотничком, если их поставить. Вот что в этой сборочке хорошо. Что можно организовать здесь вентиляцию. Есть зазоры между ячейками. А как раз в раме есть отверстие. И можно будет организовать продувочку. Замечательно. Пьем чаек. И начинаем сборочку. О, хорошо. Ну все, заправились. Хоть не горячительное, хотя горячий. Если выше 36,6, можно считать напиток горячительным. Насколько я помню, мне нужно 4 секции последовательно. С ними надо аккуратно, они вот в этих местах могут сломаться. Теперь я понимаю, для чего нужно конструкторы всякие там разные в детстве. Лего там. Вот, чтобы потом аккумуляторы собирать. Чувствую, будет адский аккумулятор. Вот что получилось. Примерные габариты будут вот такими вот. Так, по габаритам что у нас получается? 325 миллиметров. Здесь получается около 200 миллиметров. Тут 102 миллиметра. Как раз то, что надо. Зазоры еще останутся в этой раме. Может даже на какой-нибудь изолирующий материал. Не знаю, утяжелять не хочется батарею. Конечно, я бы вот из этого материала сделал бы 4-миллиметрового полностью короб. В случае воспламенения, чтобы сдержать жар там внутри. Эту штуку очень сложно расплавить. В итоге она, конечно, прогорит, но сдержит основной жар внутри. Ну, теперь нужно размещать элементы и сваривать их друг с другом. Разложил я элементы, так как они будут расположены в батарее по емкостям, чтобы параллельные сборки были примерно одинаковой емкости. С максимальной емкостью у меня вот здесь вот. И потом по убывающей. С самой маленькой емкостью они находятся здесь. И потом получается, вот это будет параллельная сборочка. Вот это следующее. Их надо будет размещать по 2 сюда.
Ну, приступим. Все-таки я их обклеил стикерами, подписал емкости и написал число. Но это, в принципе, ничего не стоит сделать, поэтому потом буду знать, когда я делал тесты, какая была емкость. Конечно, аккумуляторы так быстро развиваются, хотя вот за 5 лет, который у меня был старый аккумулятор, особо они там прям сильно не развились. Через 5 лет это будет еще актуально, можно будет замерить. Просто это статистика, никому нахрен не нужна. В любой момент может появиться новый тип аккумуляторов, и все это нафиг никому не нужно. Но мне это ничего не стоит, я наклеил стикеры. Так, одна параллельная сборочка готова. Еще 2 свободных места у меня будет для увеличения емкости. Ну и так далее. Следующую сюда. Ага, разогнался я. Надо же эту-то уже вот так вот ставить. А вы ничего не подсказываете, что я неправильно делаю. Ай-яй-яй. И дальше все повторяется. Так, один модуль готов. Совсем забыл, до того как спаять-то нам нужно еще разместить датчики температуры. Я приклеил, сейчас они клеются. Сутки им, наверное, клеится. Располагаться они будут. Один вот здесь вот будет. Так как датчиков всего 4, я думал, что надо 4 все использовать. Так как вот это будет средняя ячейка, она будет как посередине всего пирога. Я здесь поставлю 2 датчика. Здесь и здесь. Но это крайняя ячейка. С другой стороны тут будет тоже один датчик. Сейчас оно все заклеится и можно будет варить уже никель. Так, датчики заклеились еще немножко, здесь термоклеем прихватил. И вот таким вот макаром сюда погружаем. Вроде ничего не цепляет там. Вроде все нормально. Также здесь делаем. Ну, можно приваривать. Также не забываем об изолирующих колечках, чтобы при сваривании, тут бывает нагревается и прожигает. Поэтому надо быть с этим аккуратным, либо сразу взять эти колечки, поставить и не париться. Пластины я уже подготовил, буду наваривать их параллельно сверху по 2 штуки, потому что основные токи пойдут по последовательным, так скажем, магистралям. А вот эти по 1 штуке, здесь только будут уравнительные токи, возможно, какие-то небольшие. Этого будет достаточно. Щупов у меня нету, поэтому я эти подогнул, электроды, чтобы было удобно такие массивные вещи варить. Потому что так он не достанет ни хрена. Конечно, со щупами было бы, но это возможно в будущем. Ну и так далее. Надо будет все это приваривать. Тут так, потом пойдет отсюда туда. Угу. Ну, снимать это не буду, это ничего сложного здесь уже нет. Первый слой, так скажем, ленты уже везде я проварил. Довольно-таки много точек сделал. Проварки, так скажем, все с обоих сторон. И дальше уже начал наваривать второй слой. Прихватил вот по 1 разу. Верхний слой слишком много не буду делать. Думаю, по 3 раза будет достаточно. Вот уже второй слой я здесь 2 раз прошелся. И потом нужно будет только уже сверху параллельные ячейки. Но они будут подлиннее специально вот до сюда, чтобы в случае, если я буду добавлять сюда, мне не пришлось навариваться дополнительно. Уже будут готовые полоски. Ну вот, собственно говоря, готово. 2 слоя последовательно.
проварены. И сверху наложены еще параллельные шины. Ну, здесь я еще вот в этих местах, чтобы меньше гуляло и распределить больше токи. Не знаю. Лишним не будет, я решил еще прихватить. Почти уже все готово. Здесь вот эти вот шины пойдут вот сюда. А вот эти пойдут сюда. На минус. Вот такие вот изоляторы я вырезал. Они пойдут вот сюда. Вот так вот. Здесь получается, я вот так вот загну. И вот здесь получается такой вот зазор для пропаечки. Этот длиннее, этот покороче, чтобы пропаять здесь это место. Здесь также по две шины. И все вот так вот загну, так как здесь вывод с отрицательного электрода, то если что, здесь даже если протрет на корпус, то ничего страшного как бы в этом плане не будет. Ну и как бы везде их нужно будет заизолировать, конечно же. Также с этой стороны. Только с этой стороны шины пойдут вот сюда. И здесь приварится уже. Здесь можно будет приварить, так как с этой стороны ее можно будет разобрать. Подвижна она будет изначально. Скрутить, скотчем скрепить. И вот так вот прихватить здесь сваркой. Не паять ничего. Если что, вдруг в дальнейшем надо будет разобрать, конечно, можно разрезать. Также здесь на отрицательный вывод идет. Поэтому ничего страшного, если коснется корпуса вот в этом месте. Так как она здесь будет вот так проходить. Ну, вряд ли она, конечно, коснется, но в этом плане все более-менее нормально. Но еще осталось сюда шины приварить. И, скорее всего, они пойдут сзади. Сзади такой же изоляционный материал. Единственное, здесь, да, плюс возле минуса. Но здесь надо будет хорошо изолировать. И здесь уже 4 шины выйдут. Я их сварю вместе здесь. Так же, как это я сделал вот здесь. Вот здесь они сварены все 4 штуки. От них пойдут. Ну, это чтобы просто они друг от друга не болтались. Ну и немножко, конечно, уравнять токи. Тут я к каждому из них подпаяю провода. АВГ-12, наверное. Коротенькие. Которые сойдутся вот здесь вместе в пучок. И отсюда уже пойдет провод BMS 8 АВГ. Вот таким вот образом. И дальше будет загинаться здесь и подпаиваться плюсовой провод. Пойдет вверх. По-другому никак не получается. Было бы четное количество секций, был бы выход также сверху. Сейчас нужно это все уложить сюда, в эти пазы, чтобы ничего не мешало. Ну и все, в принципе. Можно тоже, конечно, прихватить. Следующий этап, перед тем, как уже начать закрывать пластинами этими, нам нужно балансировочные провода подпаять. Примерно я рассчитал, что мне такой длины будет достаточно. Это будут самые крайние. Одни из самых длинных. Тут нужно будет еще укладывать под 90 градусов. Как раз вот такой вот длины будет достаточно. Все надо так отрезать. И будут и, конечно, и покороче, намного короче. Но я не хочу все это резать. Мало ли чего. Провода лучше свернуть, уложить куда-нибудь.
Ну и теперь можно припаять балансировочные провода, начиная с минуса. Второй модуль тоже закончен. Так, на всякий случай сюда проложим. А случай бывает всякий. Крайняя у нас была. И еще два здесь осталось. Провода запаяны. Нужно проверить полярности все. Все правильно. Теперь нужно проложить все, изолирующий материал, скрепить это все, запаять перемычки и еще раз проверить. Вот так вот получилось снизу. Немножко защитил я здесь шины, которые идут по низу. Здесь все выходит в бок. Подпаял провод. Здесь проводок для питания дисплея плюсовой. Разъем я подключил. Сейчас попробуем запустить. Так, не включилось. Теперь включилась. 4,1 вольта примерно везде. Да, 21 ячейка. 4,1 вольта. Пищит она у нас, потому что пишет высокое напряжение. Параметры. 87,1 вольта. Ну понятно, она пищит, короче говоря, ошибку выдает. Зарядный порт у нее закрыт. Видимо, это программа. И возможно вот эта вот плата имеет еще зарядный отдельный. Вот этот транзистор. Ну у нас она симметричная, нам в принципе пофигу. Так, балансировка закрыта, все ячейки. В сотке хорошо, сразу отображает все ячейки. Тут же. Тут я все настроил, параметры 4,1 вольта. Максимальное напряжение. До 2,8 вольт разряд будет. Ток ограничить можно даже 100 ампер. Защита, наверное, будет срабатывать. Посмотрим, как будет отрабатывать все это дело. Так, галку убираем, еще раз сохраняем. Количество ячеек, температуры 50-55 градусов, нормально. Ну, в принципе, здесь все с настройками. Осталось довести здесь все до ума. Здесь вырезать провода, уложить. Эти. И все, и можно ставить велосипед, подпаивать там. Потом на разъемах все уже сделаю. Разъемы придут, и будет все отличненько. Ну а пока можно так будет прокатиться. Наконец-то.
Ну и так, подведем итоги по этому аккумулятору. BMS замечательная. Ячейки перегреть выше 46 градусов при выставленных настройках контроллера 9 киловатт максимальных. Выше 46 не получилось у меня нагреть. Минусы здесь. Нужно менять этот шунт. Я уже заказал заранее. Пришли разъемы. Шунт мощный на 200, по-моему, ампер. Комментируйте, нужно ли снимать видео о замене этого шунта. Потому что он вообще сильно очень греется. Он на 100 ампер рассчитан всего лишь. Также вот тут подгорают провода. Видно. BMS, получается, я ставил ограничение 100 ампер. 100 ампер ограничение работает, отключается без проблем. Если ставлю 150 ампер, то уже срабатывает автомат. Автомат у меня на 40 ампер. Ну, трехкратное превышение там или более чем двухкратное. 2,5, там я не знаю сколько. Ну, больше 100 ампер срабатывает уже автомат, если я ставлю. А если 100 ампер, то срабатывает BMS, отключается. Мотор получается такой тепленький. Нагреть его тоже при 9 киловаттах. Динамичного катания особо не получается прям. Ну, может быть и дольше нужно, конечно, вваливать. Может и нагреется, но как бы я динамично покатался хорошенько прям. Израсходовал 17 ампер час. Проехал 45,4 километра. Напряжение холостого хода на ячейках примерно 3,24 вольта. Ну, на этом, думаю, видео завершить. Кому понравилось, ставьте лайки, поддержите канал, комментируйте, делитесь этим видео. Увидимся в следующих видео. Всем пока!